Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Василий Вакаров на связи. Василий Дмитриевич, приветствую вас. Добрый день, Александр. Здравствуйте всем. Достаточно тяжелые, скажем так, обстрелы переживает Украина. Просто необыкновенно, скажем так, поразили достаточно серьезные цели, о которых не говорят, но вовсю рассказывают о Лавре, причем Кличко записывает видео, Зеленский уже тут как тут на месте событий ходит, поднимается на крышу, говорит: мы дадим ответ, Путин увидит. Параллельно с этим зовет его на Г7 во Францию, мол, там будут лидеры Америки, Европы, вот самое время как бы встретиться. Странное какое-то приглашение, если честно. Будем это все обсуждать и, соответственно, отвечать на вопросы наших уважаемых зрителей, потому что это прямой эфир. Можно эти вопросы задать заблаговременно в сообществе YouTube и в клубе зрителей, ну и, конечно же, в чате трансляции. В чате вот такой вопрос. Он связан с тем, что оборвалось после ночного обстрела, а это прям серьезная, очень серьезная история с разрывом просто общества, общественного мнения, людей просто, которые вышли на Троещине, обложили трехэтажными, еще от них убегали там полицейские, ТЦКшники. Был инцидент вчера, причем такой очень-очень массовый в столице. Ввиду этого вопрос: возможен ли бунт в Украине? Варианты. Нет. У Зеленского все схвачено на этот счет. То есть силовики, все нормально. То есть бунта не будет. Да, народ уже закипает. Третий вариант. В Киеве невозможно, а где-то там в других местах это, по сути, и не важно, потому что, ну, там сколько уже было такого, да, когда села с вилами выходили, дороги перекрывали, блокировали, колеса пробивали, ну, в общем, этим ТЦКшникам, и вообще бунт только в Киеве возможен, который что-то может изменить. Ну и четвертый вариант. Только если Запад поддержит деньгами. Ну, тут тоже возникает вопрос: поддержит деньгами кого? Ухылянтов, но это тоже как бы абсурд. Или кто-то воспользуется вот этой историей с протестами против ТЦК. Но как? В общем, такие варианты, есть над чем задуматься. Давайте начнем с Троещины все-таки. Кажется, что если бы не российский обстрел с жесточайшими ударами по Киеву, по Днепру, по железной дороге, ну, это, конечно, топ-новость. А так, смотрите, опять Россия обстреливает, и этот вопрос негодования внутри Украины откатывается на второй план. Картинка вот по анализу, особенно когда вы закончили свой вопрос, анализ, картинка такая складывается, что россияне, лично Путин, помогли Зеленскому. Да, то есть, потому что действительно я смотрел вчера кадры, вот сегодня смотрел, конечно же, мне удалось поговорить с своим приятелем, он там живет на Троещине, мы давние приятели, не общались, ну, сами понимаете, сейчас кто может кому позвонить или кто не хочет, то есть сама связь плохая, но вот удалось, прям вот было такое совпадение, и приятель мой, взрослый человек, уже опытный, он рассказал мне эту историю своими глазами. Когда ведь была тревога, да, в Киеве, тревога, воздушная тревога, люди собираются в убежища, подвалы, в метро, ну, на Троещине нет метро, но собираются куда-то, вот, скажем, в те места, где можно все это вот пережить, тревогу. И в это время ТЦКшники значит, ловят или пытались поймать одного молодого человека. Вот. И сначала знакомые его, потом уже просто прохожие попытались этому молодому человеку, ну, скажем, помешать ТЦКшниками и освободить его, помочь ему. Ну, такая банальная история, она, в принципе, как бы во многих селах, городах это все происходит. Но тут, как мой приятель мне сказал, говорит: ты понимаешь, людей много собралось. Очень много людей собралось именно в одном месте. Поэтому получилось как бы такое коллективное отбитие. И то сначала вот пытались договориться, ну, какая-то возня получилась. А когда, говорит, ТЦКшники вызвали себе своих коллег на подмогу, потом полицейские приехали, но, говорит, мы уже сами вот как-то вот... Это, говорит, это не было какая-то организация, это было спонтанно. Но вот это вот слово «спонтанно»,
оно ключевое в его анализе. И перейду уже к моему анализу и дам свою оценку. Знаете, Саша, я же хорошо знаю Троещину. И помню истории, как вообще все начинается в Киеве. Это всегда начиналось вот просто так, с какого-то происшествия, вроде бы незначительного, но где пытаются люди самоорганизоваться, и люди пытаются помочь друг другу. То есть это то, что называется коллективная взаимопомощь и самоустройство граждан. Они могут самоорганизоваться. Поэтому все, что дальше происходило, вот это уже был настоящий бунт, потому что люди самоорганизовались, люди улюлюкали, были драки, были потасовки. Вот. И еще очень важно, почему Киев и Троещина выстрелила эта тема, потому что многие начали снимать, ну, скажем, на свои телефоны, сообщать друг другу, и местные паблики все вот это описывали, прям, знаете, вот, ну, в реальности или почти что в режиме онлайн. Очень много видео, очень много фото. Понятное дело, я потом уже посмотрел, что украинские СМИ, такие, если такие еще есть, ну, давайте будем так говорить, что они есть, значит, они начали это все тиражировать. И действительно к этому событию привлеклось очень большое внимание, общественное внимание. Я уже потом читал официальное заявление полиции, но это было нечто такое, знаете, все у нас под контролем. На самом деле я попытался узнать информацию, и, значит, косвенно я ее получил уже где-то часов в 11 дня сегодня, что оказывается, что это событие в офисе, значит, Зеленского, оно сильно заволновало чиновников, то есть людей, которые координируют деятельность правоохранительных органов. Вот, они обзвонились, и было создано срочное совещание, да, у Зеленского, то есть пытались понять, что произошло. Второе, как эту ситуацию разрулить, и самое главное, вот это очень важный вопрос. А что делать, если эта ситуация, скажем, повторится сегодня, завтра, через неделю, и если она повторится именно в Киеве? Потому что мы же с вами видели, вы у себя выкладывали видео, вот это вот самое, ну, такое, скажем, событийное, да, когда люди лопатами в одной из областей Западной Украины объединились просто и отбились от ТЦКшников лопатами. Сегодня, я смотрю, сегодня тоже у кого-то на каком-то из украинских пабликов увидел это видео в Роменской области, село, и мужик, то есть уже такого возраста, да, снова-таки лопатой помог отбиться своему соседу. Там, правда, финал не ясен, но, по крайней мере, ну, понимаете, когда человек, а что у него еще есть? Вот лопата. Вот он берет лопату и пытается, потому что у ЦКшников там тоже какие-то, у кого-то какой-то кусок полена, еще что-то. То есть это уже такая, это не просто драка, а это уже выступление против власти, скажем, тем инструментом, которые есть у него во дворе. И цель – отбить своего соседа от кого? И вот этот образ ТЦКшников в Киеве, на Волыни, в других местах, вот в Роменской области, этот образ – это самый главный враг. Для простого человека, для простого украинца самый главный враг – это ТЦКшник. Это, понимаете, и что нужно делать против врага? Нужно противоставлять себя ему. Дальше, за соседа, скажем, защитить соседа или защитить любого прохожего. Поэтому, когда люди бьют ТЦКшников, или как в Киеве на Троещине было просто-напросто, ну, это же была серьезная буза. Там же могло дойти, если бы, как вы говорите, если бы ракеты и беспилотники российские не разогнали, не помогли Зеленскому, в кавычках, еще раз говорю, это в кавычках, да, то мы не знаем, чем бы все это закончилось, чем бы закончился этот бунт. Возможно, он бы перерос в что-то более серьезное, более организованное. Поэтому вот на этом самом совещании, ну, во-первых, силовики
А что силовики? Во-первых, они должны признать, что они проморгали эту ситуацию. Потому что если у тебя в столице города Киеве происходит такое безобразие, то ты за это ответственен. То есть кто-то за это должен быть ответственен. Кого-то должны быть уволен, ну и так дальше, наказан. И вот, значит, они признали, что они проспали. И самое важное, а возможно эта ситуация завтра. Я думаю, Саша, я не хочу там предрекать, не хочу какие-то конспирологические теории, каких-то конспирологических теориях говорить. Конечно же, возможно. Потому что организация самая маленькая, которая 3 человека, 5 человек, для таких вещей много людей не нужно. Главное, чтобы это было в разных районах Киева. Если это на Троещине, а завтра это будет там на Воскресенке, а послезавтра где-то на Борщаговке, а через какое-то время на Подоле. Рано или поздно эти люди поймут, да, эти люди, которые протестуют, они поймут, что нужно выходить на Майдан. На Майдан не в плане Майдан вот в том классическом варианте, да, центр города Киева. Нет, это могут быть площади возле райадминистрации, это могут быть площади возле там, МВД, то есть государственных организаций или органов государственной власти, где люди будут выходить, будут делать стримы, будут призывать дальше остальных людей к их сопротивлению. Так а почему этого до сих пор не случилось? Мы видим, что Смотрите. сегодня на Закарпатье опять убили кого-то ТЦКшники. До этого куча смертей, куча ужасных просто вещей. Лубенец уже там вытанцовывают, говорит, смотрите, в Тернопольском или в каком-то там еще ТЦК в отстойнике, там психбольные в ужасных условиях, там бьют, издеваются. Это он прям тиражирует, понимаете? Никто не вышел так, как на Троещине. Даже так, знаете, как на Троещине. Да. Ну, во-первых, боятся все-таки. Ну, мне кажется, что это очевидная причина. Люди боятся того и думают, что дальше вот этот вот их такой тихий протест, да, отсиживание в квартире, отсиживание в подвалах, он все-таки приведет к тому, что их не поймают, их не выволокут из домов, и их не отправят на фронт. Эта ситуация заканчивается. И вот почему. То есть первое это бояться, но она заканчивается вот почему. Мне кажется, что было какое-то настроение, ну, пропаганда все-таки на Украине работает, и было какие-то ожидания у многих людей о том, что реформа, которую затеял Федоров-Зеленский, она приведет к каким-то правилам игры. То есть люди будут понимать, да, что если ты на войну попал, ты отвоевал положенный срок, там сколько, год, и тебя демобилизируют. Или те люди, которые сейчас находятся на фронте, что их отправят домой, да, на демобилизацию. Этого нету. Уже очевидно, когда Федоров презентовал так называемую свою реформу, там ни о чем не идет речи. Там просто речь идет о том, что, как сказал руководитель Генерального штаба Украины Гнат, он сказал просто: пока идет война, никакой демобилизации не будет. Вот вам вся реформа. И мне кажется, что вот когда до людей дойдет то, что, слушайте, ничего хорошего не будет, никаких норм, никаких правил не будет, нас будут как котов, значит, закрывать нам счета, не давать нам возможности осуществлять юридические действия. Мы вынуждены, мы должны выходить на улицу и защищать свои права. А защищать свои права как? Вот как защищать свои права? Нужно прекратить бояться. Или, по крайней мере, степень вот боязни должна уменьшиться. И, наконец, самое главное. Я не видел в этом протесте, вчерашнем бунте в Киеве на Троещине, я не видел организаторов. Это была спонтанность. И такие моменты, там несколько лет тому назад в Виннице было, когда люди коллективом подошли к стадиону, отбивали своих людей. То есть такие уже, знаете, коллективные действия. И вот отсутствие организатора или организаторов, мне кажется, это основная причина, почему люди до сих пор не выходят вот так вот, знаете, массово, и чтобы то, что называется, бунты могут перерасти в что-то более серьезное, нежели, ну, скажем, одиночные акции. Сегодня Зеленский отправился после жуткого обстрела к Лавре.
В том числе и по этому поводу, как вам кажется? Потому что, давайте так, картинка, которая создана была, она, конечно, удручающая. Вчера, ну, имеется удручающая для как бы, вот Конечно, российской стороны. Смотрите, они же да, тут за скрепы, за православие, за все. Тут, гляньте, как купол сбили с конечно, Лавры. Да и да. там Мыстецкий арсенал тоже, там комплекс, галерея, там тоже поврежден. Мгм. И вот тут давно такого не видели, что Зеленский прям в течение 2 часов, 3, да, вот он уже на месте, уже смотрит, говорит, Путин, мы ответим. А, Это ведь очень нетипичное для него поведение, но однако эту ситуацию разогревают по полной. Позже СБУ показали, хоть и российская сторона говорит, что это Патриот куда-то полетел непонятно, о попытках Мгм. сбить Циркон или там другие ракеты. Показали потом Герань-2, что это якобы вот она. Ну, то есть обломки нашли, все, это вот она. Официально киевская сторона говорит, смотрите, картинка же как раз-таки очень и очень примечательная к саммиту Г7. А, Что вы думаете по поводу произошедшего прошлой ночью? Оцените сам обстрел, его масштаб, что Мгм. известно о нем, ну и, конечно, реакцию Зеленского. Но смотрите, официально я, конечно же, знаком с информацией, которую распространило Министерство обороны Российской Федерации. Я знаю позицию украинских военных, и в том числе и СБУ, то есть силовиков, ровно противоречивая. Да? То есть вы уже упомянули, что российская сторона говорит, что это криворукие ВСУ, получили некачественные, значит, снаряды для системы Patriot, и поэтому вот последствия вот такие имеем, что да, на купола Успенского собора в Киево-Печерской лавры упали обломки ракеты, скорее всего, и, значит, загорелась крыша. Украинская сторона говорит, что это герань, это дрон, это специальный был удар. Вот. И вот когда такие противоречащие, да, информации появляются в СМИ, по опыту своему, я думаю, что и не то, и не другое. Я думаю, что, на мой взгляд, это мой субъективный взгляд, я думаю, что это была атака спровоцированная, срежиссированная, потому что уж очень, Саша, уж очень эффект от этого огня, от огня купола, от огня лавры, которая находится под защитой ЮНЕСКО, да, реакция европейских лидеров, Урсула фон дер Ляйен, значит, Кая Каллас, президент Франции Макрон, министр иностранных дел Франции. То есть заявления, они как бы идут ровно об одном. Да, ракеты бьют, это плохо, это бессмысленно. Но вот, да, удар нанесен по защищенному ЮНЕСКО объекту, который, как сказал Макрон, объединяет наши тысячелетние истории. То есть люди, такая реакция, это чисто политические, конечно же, реакция политиков, это политический акт, это пиарный акт, но снова-таки не говорят о том, что сколько раненых, как Украина бьет по территории России. Об этом никто не говорит. Политики европейские говорят об одном, что удар пришелся по защищенному ЮНЕСКО, значит, объекту. Их даже не волнует, что это Лавра или там Успенский собор. Мало того, никого из них не волнует то, чем занимался Зеленский все эти годы, да, как он душил священников, как он арестовал и как он запрещает Украинскую православную церковь, как он завтраки устраивал на территории Лавры. Об этом вообще никто ничего не говорит. Вот удар, слам и вот это пламя, вот горящее, да, поэтому мне кажется, что это специальная акция, это я не знаю, кто это сделал, спецподразделение СБУ Украины, либо это еще какие-то силовики, но очень похоже на то, что это специальная акция, благодаря которой был получен такой политический эффект. Теперь, собственно говоря, на что я еще обратил внимание, Зеленский и его поведение. Ну, мы все знаем и понимаем, кто такой Зеленский, какая природа у него мыслей, ну, кто он такой за человек, как он попал, откуда он взялся, да.
Я не говорю сейчас о коррупционере и так дальше. Я говорю об образе Зеленского. Зеленский актер. И для него действительно важна вот эта роль аплодисментов. Его должны слышать, его должны видеть, ему должны аплодировать. Но вот кто он? Я иногда называю его бесом, потому что то, что он чинит против моей родной православной церкви, я иначе его не могу назвать. Но если убрать эмоции, знаете, вот люди подобного рода, как Зеленский, они мистики. Они мыслят мистически, то есть они пытаются увидеть знаки. Что это такое? Вот горит Успенский собор. Дальше что будет? Тут горит Лавра. Что будет дальше? И кто-то ему сказал, он где-то услышал или почитал, потому что, может, Ермак ему подсказал. Тот еще более мистик, да? Тот вообще сатанист. Ему сказали, что, послушай, если сгорит Лавра, после этого падет Киев. И такие слова, такие мысли в Киеве достаточно популярные. Есть люди, которые верят в это, да? Есть люди, которые верят, которые говорят, если сгорит Лавра, падет Киев. Что значит падет Киев? Это падет власть Зеленского. И он в первую очередь засуетился, заметался, чтобы понять, что дальше будет, да? Что будет дальше. Он поехал туда, посмотрел. Понятное дело, для того, чтобы понять, что с ним будет дальше, это первая цель. А вторая, понятное дело, сделать пиар, но пиар на чем? Якобы он залез там по лестнице, что-то сам лично смотрел. Но я видел, как его спросили. Помните, есть вот кадр, когда спрашивают, а какой ответ Путину будете? Мы еще ответим, мы еще ведь поймем. То есть, такой мачо, знаете, герой. То есть, это деланное, понятное дело. Это уже пиар сделанный. Ты чего Путина сюда путаешь? Ты кому хочешь мстить? Ты вот, понимаете, то есть, это он боится уже не Путина. Он боится того, что с ним будет завтра. Неважно, что будет, как будет развиваться событие. Но это знак. И для людей, таких как Зеленский, для мистиков, знаки являются гораздо более определяющим для него, для его судьбы знаком, чем, скажем, там удары, пожары или сотни тысяч людей. Смотрите, смерти сотни тысяч людей. Я с вами согласен. Да? Путина почему? Так он вчера показывал рейтинги Путина 55%. Как показывал Путина? Потому что это история на рейтинге. Смотрите, вот вы тут скрепы православные защищаете, а вот по храму нам ударили, да? Вот таким вот образом. То, что он закрыт, это выгнали монахов, потягали там мощи, но вы же заметили, что вот меня, например, так настораживает больше, они сказали, а мы все увезли, все эвакуировали. Да. Да. Книги, иконы, что-то ценное, вот то, что там внутри. И все такие, видите, как хорошо, что увезли. Понимаете? Вот вы говорите, там церковь. Вот, пожалуйста, информационно-просветительский отдел УПЦ, митрополит Нежинский, Прилукский, Климент выступает с официальным заявлением. УПЦ решительно осуждает военную агрессию России против Украины, последствием которой стали гибель тысяч людей и разрушение святынь. Бог не благословляет войны, он сам принес себя в жертву за человечество, чтобы даровать ему вечную жизнь. Напоминает иерарх, что Киево-Печерская лавра – это прежде всего место молитвы, сосредоточения особого Божьего присутствия в мире. Монахи обители долгое время восстанавливали монастырь. Под обстрелы пропала не просто постройка, попала не просто постройка, а святыня. Раны, которые этой ночью потерпел Успенский собор, являются отражением глубокой трагедии всего украинского народа, констатировал митрополит. Народ также изранен войной, которая уже давно переступила все возможные моральные границы, однако верим, что, в общем, Бог поможет и с Божьей помощью выстоим. И надо молиться о прекращении безумств войны. По большому-то счету, мы видим, что Украинская православная церковь, она за все хорошее против всего плохого. И фактически помогает Зеленскому пиариться на обломках лавры. А у него это очень хорошо получается. Как раз-таки перед визитом на Г7, где будут всем миром опять-таки пытаться, в общем-то, Трампа вернуть в семью народов западных цивилизаций и помогать вооруженным силам Украины продолжать войну. Я не хочу комментировать слова митрополита, уважаемого, потому что, во-первых, я не знаю, при каких обстоятельствах он это сказал и написал, то есть,
что с ним чинили, или я прекрасно могу себе представить, как выбивается подобное рода заявление. У него свой путь к Господу, поэтому просто не хочу комментировать его слова. Касательно православной церкви в целом, Украинской православной церкви, она делает свое дело так, как она может, и в тех обстоятельствах, которые она может. Да, она не призывает граждан Украины к борьбе, да, она не призывает граждан Украины там, к смене власти. Ну, это не ее, или не ее функция, я думаю, скорее всего, не ее. И то, что уничтожают руководители Украинской православной церкви, ломают их, да, заставляют писать такие пасквили или говорить такие слова, мне кажется, что роль церкви, ну, так выглядит, да, перешла к тому, что давайте будем молиться, давайте будем крепки в вере, и Господь все управит. Это решение церкви, это решение Украинской православной церкви. Не мне давать ей оценку. Пусть люди сами решают и принимают решение, кто как сейчас помогает. Касательно того, что, как вы правильно сказали в первой части, что все вывезли оттуда. Смотрите, это в моей гипотезе, что этот акт был специальный, что это был поджог, что это было срежиссировано. Это же подтверждает факт заявления МВД, руководителя МВД Украины Клименко, да, он сказал, что мы все вывезли, все нормально. То есть, во-первых, я посмотрел на фото и на видео многочисленные, да, уже с сегодняшнего утра, сегодняшнего дня, колокола не пострадали. Пострадала крыша. Да, действительно, пожар был, и действительно обширный. Я бы хотел, конечно, специалистов-пожарников послушать, или МЧСников, что там пострадало и как. Но я не понимаю, зачем воровать или зачем забирать то, что называется, то, что принадлежит храму. Я не верю людям, которые проводят, сначала они проводят, забирают мощи святых, забирают оригиналы книг, забирают другие утварь церковную, якобы для того, чтобы провести экспертизу, а потом это не возвращается церкви. Таким образом выглядит, знаете что? Что сначала здания и сооружения забирают и передают другим, а все, что касается внутреннего содержания, оно куда-то растворяется. Или просто присваивают, или воруют, или такая операция перепродают. Сегодня же тоже был очень серьезный прилет по Довженко. Киностудия Довженко, Да. то есть там Да. все были павильоны съемочные, и, ну, то есть знакомое место для многих, кто, ну, там, оттуда все снималось, да, и транслировалось, все эти многочисленные шоу, там, все остальное. Это просто интересный момент. Тоже был прилет. Удары там были жуткие, пожар жуткий был. Выходит генеральный директор, говорит, там, костюмы, там, 100 тысяч всяких предметов, 3000 костюмов, таких там раритетных, к тени забытых предков, там костюмы. Все сгорело, все, ничего не осталось. По костюмам били, понимаете? Ну, то есть такая же похожая история. Смотрите, только тут все сгорело, не спасли. Конечно, конечно. Вы еще упомянули, что удар, который был то есть горела не только крыша Успенского собора, а горело здание напротив Киево-Печерской лавры, то, что называлось раньше завод «Арсенал», а сейчас это музеи там и многие территории. Что представляет собой сейчас киностудия Довженко и территория на Арсенале, складские помещения? Я, кстати, и в музее был часто, в студии Довженко тоже бывал, в общем, что я хочу сказать, что откуда тогда беспилотники в Киеве появляются? Где хранятся запчасти для них? Где производится ремонт? Где вообще это все собирается и делается? Да? То есть, понимаете, хитрость чиновников или того же руководителя студии Довженко, она же на поверке. И все тут, ничего не было, никаких, ничего. Одну секундочку, а что завозится туда? То есть, что завозится на территорию киностудии Довженко, в каких автомобилях, что вывозится, откуда что летит? Или
знаете, такое впечатление, что на Украине все думают, что вот мы накрыли, у нас все под контролем, никто ничего не видит, никто ничего не сечет и так дальше. Как это никто ничего не сечет, если автомобили ездят с тентами, в автомобиле рано или поздно все равно находятся свидетели того, которые знают, что там находится, где там находится и почему бьют только по этим целям. Если так, все хорошо. Давайте логику поменяем. Если в киностудии Довженко ничего не сгорело, если в Арсенале ничего не сгорело, если все вот, так классно, так чего ж рассказывать, что Россия такая плохая, вот бьет дронами, бьет беспилотниками? Если тут, извините, если в российском генштабе сидят не профессионалы, не специалисты, так почему же, чего шуметь? Зачем вот это все рассказывать? Зачем эту всю панику, тиражировать? Нет. Рано или поздно фиксируется все то, что сгорело, что было уничтожено и каким образом это уничтожается. Другое дело, Саш, другое дело. Вот идет война. И я так себе вот анализирую, думаю, мы с вами сейчас обсуждаем удары по Киеву, по 2-3 местам. А война ведь же идет и на фронте, да, на то, что называется линия боевого соприкосновения. Правда, никто не знает, где она сейчас проходит, эта линия, потому что вот уже на Донбассе идут активные действия, да, российской армии, в Харьковской области, в Сумской области. Есть военные эксперты, к которым я прислушиваюсь, и на территории России, и на территории тут Украины. Же очень важно. Вот опять-таки, сейчас мы коснемся фронта, Да. но давайте тоже быть более-менее объективными. Ну вот идет удар, да, по Киеву. Да. Кроме Довженко, кроме там Лавры, кроме, понятно, там вот этих, возле Шулявки, Петровка рынок, возле Шулявки рынок, то есть там вот этих объектов. Вот, например, там только что сообщили, что тоже ночью пострадало, в том числе и Дворец Украина. Вот, пожалуйста. То есть конкретный удар где-то рядом, взрывная волна выносит, там закрытые двери дергаются, вот это вот ночью, как все выглядело с камер наружного наблюдения, вылетают окна. То есть вот смотрите, как пострадал Дворец Украины, он служебный вход, покромсали ударными вот эти все, скажем так, снаряды осколочные, от осколочного снаряда осколки, да, вот эти там какие-то посекли окна. То есть, ущерб большой, понимаете? И вопрос-то возникает в другом. Почему вот это на 5-м году войны как бы мотивирует воевать дальше, а не заканчивать? Вот какой вопрос. Хорошо, Саша, я вам отвечу откровенно, как и всегда. Я не понимаю. Я вот этого не понимаю. Я как человек, который прожил жизнь, я не понимаю, что на 5-м году выбивается вот таким образом. Я не понимаю, зачем туда летят ракеты, зачем туда летят беспилотники. То есть мотивации я не понимаю. Но я гражданский человек. Я могу лишь сказать, что я сторонник даже не начинания войны, а тем более сейчас, когда я вижу, бьют, есть ущерб, но это какая-то странная война. Это вот эти удары по городу Киеву, по складским помещениям, по Дворцу Украина, это странная война. Тем более она странная, она страшная, когда бьют по Киево-Печерской лавре, по Успенскому собору. Эту странность нужно заканчивать. Я не понимаю, во-первых. Во-вторых, я не вижу цели. Какая военная цель вот бить по тем объектам, которые вы перечислили? Да, я вижу, что война приобрела такой характер, что вот, показывают, как на Украине ударили по бензовозу, показывают, как там ударили по бензозаправке. Российские паблики. Украинские паблики показывают, как ВСУ бьет по нефтеперерабатывающему заводу или по бензоколонкам, или, которые находятся на территории Российской Федерации, да, или показывают, как горит там заправка в Крыму. То есть это что такое? Это как бы нам показывает, что смотрите, вот горит, вот дым. То есть вот так страшно, вот это пожар. Так это не война, это какая-то, это, знаете, противодействие, когда
обе стороны пытаются показать своим людям, а в общем целым народам, что вот смотрите, ага, у них горит, вот и у нас тут горит. Поэтому, на мой взгляд, на пятом году, тем более на пятом году, это выглядит, ну, по крайней мере, странно. И, во-вторых, мне кажется, что это надо прекращать. Это не война. Ну, как не Эту войну надо прекращать. Ну, как не война? Война. Я говорю, что мы же с вами дали оценку по попаданию на те сооружения, где нету войны, где нету военных объектов. Мы с вами не перешли к анализу войны войной. Поэтому вот так понятно, что в целом, в общем, в целом Россия и Украина воюют так, как они могут. То есть Украина может так воевать, сопротивляется, Россия может, вот так воюет. Что это дает людям? Что дает это людям? Причем как на Украине, так и в России. Это дает лишь психологическую усталость, это дает, ну, понятное дело, негативные эмоции. И много людей по обе стороны, значит, этого кризиса, этой войны, говорят, слушайте, может, хватит, может, надо прекратить? Фронт. Пришло в движение Донецкое направление, причем там есть сообщение от Минобороны российской стороны о том, что, ну, есть такое село Надия, да, когда-то Артема называлось, его взяли под контроль, это туда, Да. южнее Доброполья. Константиновка, сообщают, что вполне вероятны, ну, в общем, элементы потери управления ВСУ, потому что идет накат, движение вперед. Там на очереди Купянское направление, тоже Лиман. Ну, то есть все как бы пришло в движение в этом ключе. Интересно то, что, казалось бы, движение пришло, но не должно было бы, как бы, если там пожар, ну вот имеется в виду военный, то, наверное, логично, чтобы беспилотники Middle Strike не перебивали Крым, не перебивали, собственно, трассу Таврида, а как бы применялись там для того, чтобы остановить этот прорыв. Или мы чего-то не знаем, все делается правильно для того, чтобы, ну, с теми территориями что? Ну, ничего, да, там, сейчас будут удерживать Краматорск, Славянск, эвакуируют людей оттуда, а на перспективу, ну вот какую-то, да, вот ВСУ делает правильно тем, что сегодня в очередной раз, например, бьет по Крыму. Вообще, что это за история с ликованием в украинском сегменте, ну, таких потужников, которые говорят, сейчас мы Крым вернем. Так, а как Крым вернуть, если Константиновка уже в руинах по пояс в каменных? Видите, как тут идет вранье, пиар, сплошной пиар и реальные действия. Здесь все в едином целом. Тут очень тяжело, знаете, это все расслоить и попытаться проанализировать, знаете, один куст, не трогая другой. Мне кажется, что в общем и целом вот на это время, да, на сегодняшний день российская армия пошла в наступление, то есть то, о чем и говорили очень часто на Украине, Зеленский говорил, Сырский, что вот Россия накопила силы, и вот-вот будет наступление. Вот на прошлой неделе, по моим впечатлениям, на мой взгляд, российская армия пошла в наступление, и она наступает так, как она наступает. Это, знаете, я же не военный человек, я не знаю, как там, какие группы, какие силы, но я вижу, что в направлении Сумской области, значит, есть движение, в Харьковской области есть движение. То вы, конечно же, четко сказали про Краматорско-Славянское, вот это направление, весь этот курс, там где и Дружковка, и Лиман вы перечислили. То есть идут, и есть места, где бои идут за населенные пункты, ну, скажем, небольшие, там 600 человек, 800 человек, а есть уже места, где вот, особенно вот на Донбассе, то, что мы говорим, Донецкая область или ДНР, там уже идет война, боевые действия идут в городе, в городских постройках. И вот эта часть города находится под управлением российской армии, часть ВСУ еще есть, большая часть Константиновки – это серая зона, она переходит из рук в руки. Но то, что Украина, значит, усиливает эвакуацию
и как жителей, так и, значит, уже и предприятия эвакуируют с Краматорска. Я знаю информацию, что вывозят станки, вывозят оборудование на Западную Украину. То есть там идут боевые действия, и армия наступает. Цель, если подытожить цель, ну, подытожить боевые действия российской армии, я просто хочу напомнить всем цель, которую Россия себе поставила в СВО. Да? Первая, самая, ну, одна из основных, если не основная цель, это освобождение территорий, которые, значит, находятся записаны в Конституции Российской Федерации как ее. Вот эта цель. Не единожды говорил Путин, да, на этой неделе были заявления российских политиков о том, что цель будет достигнута либо военным путем, либо, значит, путем переговоров. А переговоры, пункт номер 1 того, что договорились на Аляске, это вывод вооруженных сил Украины с территории Донбасса. Вот эта цель. Это я вижу по российским действиям. Теперь я вижу по действиям то что пишет Мадьяр, вот, про то, что пишут украинские военные. Они говорят о Крыме, они говорят о том, что нужно перебивать мосты, сколько там, 4 или 5 мостов вот этих маленьких, они бьют по ним. Они говорят, что цель, значит, сорвать курортный сезон в Крыму. Вот. И они говорят о том, что третье, это вот российские граждане должны понимать, что война пришла на их территорию. Это не просто война пришла на их территорию, это люди в Москве, в Петербурге, в других городах должны понимать, что они тоже живут в войне. То есть цели разные между армиями, между группами, вот у российской армии и у вооруженных сил Украины. Мне кажется, вот эта разница, почему те так. А второе, ну да, в России тоже это признают, что на какой-то период времени Украина, значит, произвела беспилотники по количеству, по качеству, и у нее есть возможность отправлять беспилотники на территорию Российской Федерации, то есть и заявляют о том, что вот Зеленский сказал, что вот скоро будет новое оружие. То есть эта война, она вот такая, какая идет. Параллельно с этим, вот такое заявление сегодня, значит, господин Лавров подтвердил, вот вчера же был разговор и у Путина с Трампом, и у Зеленского были поздравления. Так вот, разговор Путина с Трампом Ушаков комментировал, помощник Владимира Путина по внешним делам. И это было вчера. А сегодня Лавров сказал практически одинаковую фразу, вот какую, что в России ждут Уиткофа и Кушнера. И мало того, сегодня министр иностранных дел России, значит, Лавров дал комментарий. Он говорит, мы хотим, чтобы вот эти два представителя Соединенных Штатов Америки объяснили нам, разъяснили, как Соединенные Штаты Америки будут выполнять договоренность в Анкоридже. То есть, условно, да, я понимаю, это уже то, что я услышал, это мои слова. Я понимаю, что переговоры, которые идут, есть война войной, а есть переговоры. Мы каких-то знаем, а каких-то не знаем, но по факту очевидно, что есть еще надежда на то, что стороны, я имею в виду Россия и Украина, они договорятся, и вывод вооруженных сил Украины, вывод из Донбасса получится не такими затратами, не такой ценой, как это вот сейчас происходит боевыми действиями. Потому что все считают, все понимают. И мне кажется, что вот этот вот момент, вот он нависает, он постоянно существует. То есть утром война, в обед переговоры, вечером война, ночью еще какие-то переговоры. Понимаете? То есть это все происходит вот в одночасье. И война, и боевые действия, и переговоры. А вот даже здесь я хочу вот что закончить. Такой риторики я не слышал, чтобы, ну, как сейчас идет вот с уст Лаврова, что вот мы хотим понять, мы хотим услышать, как США будут выполнять свою часть договоренности в Анкоридже. Ну вот сколько? Это было в августе месяце. Вот прошло сколько? 10 месяцев. 11 месяц идет, и Россия так вот, заявление, значит, российского главы МИДа говорит о том, что мы хотим знать, как они будут выполнять.
Не является ли поездка на выходных Усика частью этого выполнения Анкориджа? Там по-разному относятся. Некоторые говорят, вот он, следующий президент. А другие говорят, слушайте, какая-то странная фотография, никаких комментариев. Потом он дальше записывает видео, где там Трамп где-то выступает, прогуливается по Пентагону. Ну, такой экскурсионный набор для чемпиона мира по боксу. Но и не больше. А откуда здесь политическая подоплека? Может, уже замену Зеленскому сострогали? На самом деле, в этом вашем вопросе я смотрел сюжет, я смотрел интервью, я смотрел, оценивал, значит, вот эту поездку Усика. Конечно, она имиджевая, конечно, она пиарная. Ну, что я могу сказать по поводу Усика? Он когда-то заявлял, что готов быть министром спорта. А он когда-то заявлял, что, понятное дело, что будущее, политическое будущее его привлекает. Его слова, то, что он рассказал о языке, особенно, помните, он говорит, у нас же одинаковая красная кровь. То есть это чисто популистские заявления, которые, ну, знаете, просто так парень, да, с мировым именем, ну, он бы не придумал. Ему написали технологи, вот говорит так. Зачем он это говорит, зачем он озвучивает? Кстати, фотографии действительно странные. Фотография с Трампом, какая-то она такая натянутая, ну, не знаю. Вот. Тут очень много напускного, искусственного. Я скажу свое мнение. Я Усику не верю. Вот как в то, что он делает, это не искренне. Я вижу тут определенную технологию. Кому выгодно раскручивать сейчас Усика, не знаю, на Украине. Но вот чем я хочу тут закончить. Понимаете, у Трампа ведь нету своего кандидата. Ну, нету у Трампа своего кандидата на должность президента Украины. Да, он не любит Зеленского, но терпит его. Все. Есть кандидаты в Великобритании, есть кандидаты у Германии. Вот. Есть виды у кого-то на Буданова даже. Да? Ну, так почему же не Усик? Почему же не Усик? Но в целом, чтобы закончить, вот что мне подходит, что вот все-таки Усик это не... Хоть он говорил, что он там на войне был и так дальше, но он не военный человек. Он человек... А если он не военный, значит, он ближе к миру. Вот так бы я такую логику подвел. То есть, условно говоря, пусть там уж, наверное, хуже, чем Зеленский, точно никого не будет. Почему не Усик? Ну, хуже Зеленского, конечно, навряд ли будет. Так а что делать с приглашением Зеленского Путина на саммит Г7? Вы представляете? Ну, это очередная, скажем так, шпилька статуса или ну, в чем коленкор? И вот знаете, вот опять-таки, как вы думаете, вот это Г7 пойдет под знаком урегулирования или какого-то, не знаю, там, договорняка по Украине, нового, обновленного, очередного закапывания духа Анкориджа с Виткофом и Кушнером, которых ждут в Москве? Или это вообще не про Украину, а про Иран и Ближний Восток? Вот смотрите, про Украину или не про Украину? Раз мы уже идем на международные форумы, сегодня же праздник на Украине. В Люксембурге наконец-то заявили, оба лидера европейские заявили о том, что для Украины открыт первый кластер. Все вот члены Европейского Союза сказали welcome, давайте открываем переговоры, будете выполнять. Значит, мы вас будем мониторить и принимать или не принимать, будем решать. То есть это, в принципе, праздник. Хотя приняли же не только Украине, открыли кластер первый, а и, значит, соседу Молдавии. В Кишиневе этому обрадовались гораздо больше. И вот почему обрадовались. А на Украине мало. Это как-то вот было, но я мониторю украинскую прессу, я что-то не вижу такой, знаете, ну, было, да. И вот почему. Европейские депутаты сказали, что Молдавия имеет шансы быстрее стать членом Европейского Союза, нежели Украина. Вот. Как бы Молдавия и так уже могла раньше получить это право, но все ждали, значит, разрешения конфликта между Венгрией и Украиной. Наконец-то в Венгрии новый премьер-министр, как кажут, крига с кресла, все. Обоим странам дали старт. Но дальше говорят, там нету войны,
А Молдавия маленькая территория, она практически гораздо ближе с Румынией. У нее есть адвокат мощный, да? На Украине нет адвоката. Был Польша, но сейчас уже Польша не адвокат. Она говорит, давайте этот самый белый орел забираем у Зеленского, и вообще там много чего проблемного. Так вот, это событие, ну, формально, оно с точки зрения будущего Украины важное. Но почему-то вот тут, знаете, как бы вот важное, но, блин, вот у Молдовы лучший шанс, поэтому вот как-то давайте не будем про это говорить. А это факт, это дело. Теперь о Г7 и всему тому, что Зеленский наговорил. Понимаете, Александр, когда Зеленский в декабре 2019 года кинул Путина, это говорил Богдан, на то время глава администрации. Причем Богдан сказал, мы жестко кинули, очень жестко кинули, да. Это же Зеленский думает, что он сейчас вот, он в прошлом году бегал по Анкаре и говорил, Путин, я здесь и здесь, Путин, он все время хочет с Путиным встретиться, но не в Москве и не в Минске. И вот эта игра его, а вот давайте пусть Путин приедет, значит, на Г7, и мы там все, европейцы, значит, Трамп и Путин, мы все договоримся. Что ты чешешь? О чем вообще речь? Куда кто будет ехать? Это что? Это как-то, знаете, пацанство. Давай там типа пойдем где-то в футбол поиграем. Я не знаю, что там, в речке покупаемся, поплаваем. Это же серьезные вещи, которые происходят и происходят не только на Украине. И не столько на Украине. Итак, ну, понятное дело, что Россия озвучивала это, и вчера Ушаков опять-таки сказал, что, комментируя разговор Путина с Трампом, что, пожалуйста, если Зеленский хочет, значит, пусть приезжает в Москву, мы его ждем. И вот на это, на заявление России о том, что, пожалуйста, Зеленский, мы тебя ждем, он придумал себе, политтехнологи ему придумали такую вещь, а давай приедь, значит, туда, куда приедь? Вы посмотрите на график Трампа, на то, что будет там происходить. Давайте посмотрим не только на само заседание «семерки», а и на тех гостей, которые... Там же приедет и Индия, там же приедут арабские страны. Там будут очень много встреч у Трампа, запланированы, по крайней мере, которые не касаются переговоров по непосредственно, скажем, не то что Украины, а даже Европы. И вот тут важное... Давайте сделаем конкретный вывод. На мой взгляд, это заседание «семерки» – это об Иране. Это о конфликте, который идет вокруг Ирана. Потому что заявление Трампа, уже там 38-й раз он заявлял, да, что уже вот переговоры прошли, что уже договор вот скоро вот будет. А тут Израиль берет, лупит по Ливану и говорит, а эти отношения между... значит, Ираном и США к нам не имеют отношения. У нас другие интересы. То есть вы понимаете, что тут идет игра на уровне, кто контролирует нефть, кто продажу нефти, кто контролирует рынок минеральных удобрений. Перераспределение рынка вообще происходит мощнейшее. Поэтому вот здесь, на «семерке», это в первую очередь переговоры о том, как, когда и каким образом, потому что это три разные вещи, завершится конфликт в Иране. Да? Или по-простому война между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой. Ну почему? Вот это самое важное. Выходит же на французское телевидение Макрон и говорит, что США, хотя и прекратили финансировать Украину, все же остаются союзником, разведданные, оружие продают. В рамках саммита Г7 Вивиан Ле-Пен обсудит войну Украины с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Нам нужно собраться и сказать, посмотрите, что происходит. Украина держится лучше, чем вы думали. Гражданское население страдает неприемлемо. Добавляет, что скажет Трампу, надо вернуться и давить на Россию, заставить ее сесть за стол переговоров. Вы нам нужны, говорит Макрон. Я хочу, чтобы американцы сказали, мы с вами. Мы будем и дальше помогать Украине, усиливать давление на Россию. Правильные переговоры – это Украина и Россия со столом с европейцами и американцами. Вот такая вот история. Вот такой именно подход. Риторика, Александр, я понимаю риторику, но давайте по существу. У Макрона сейчас одна задача, единственная,
встретить Трампа и не дать ему уйти. Трамп же может посидеть на одном заседании, потом поехать в гольф играть. У него вообще много дел. В Швейцарию может отправиться. Швейцария может отправиться, абсолютно. Он хозяин. И Макрон будет удерживать его на этом заседании, на этом заседании. То есть это единственная задача Макрона. Дальше европейцы, которые, тот же Макрон, Мерц, которые рассказывали, кто такой Трамп. Трамп, естественно, высказывал, кто такой Макрон, и Женя Макрона получила и она. То есть у них далеко не близкие отношения. И вот это, когда он рассказывает, что сейчас мы вот, кстати, по Зеленскому. Он может Зеленского, это же Макрон, сыграть Зеленским, это его роль. Помните, когда в Италии, да, в Ватикане, по-моему, он взял стульчик, где-то там посидел, их вот по 15 минут посидеть. Вот это он мастер таких вещей. Вот посадить, распиариться. Вот. А самое важное, почему нужна риторика? Да если США, то, что перечислил Макрон, да, разведка, все это есть. Но вот посмотрите, ни один серьезный политик администрации США не был в Киеве. Я уже не говорю о самом Трампе, который тоже не приехал в Киев. Вот это его доверенные лица, Кушнер и Уитков, тоже не были в Киеве, а их ждали. В апреле месяце ждали, сейчас говорят. То есть ведь все же видят, все понимают, не только Зеленский считывает знаки, все понимают, что отношение действующей администрации к Украине, оно ровно такое, которое есть. Ничего тут не изменится. Да, возможно, осенью, после выборов, но давайте мы будем говорить за сегодняшний день, да? Итак, Макрону нужно удерживать Трампа любыми местами. Он должен с Европой разрулить отношения. У него самого, вот он же, я имею в виду, Макрон в следующем году уходит, а Трамп еще будет, значит, президентом. Неважно, сильным, слабым, но он будет. И какое будущее у Макрона? Он хочет стать руководителем ЕС или какой-то международной структуры. Без Трампа он не сделает эти вещи. Вот какие простые интересы у Макрона. Удастся ему Зеленского туда запихнуть? Удастся. Вот другое дело, какие интересы у президента США. Мне кажется, что европейцы, на них сейчас приезд Трампа, это будет очередной душ на их головы. Вот эта вся тусовка, которая вот они ходят, они хотят встретиться с Путиным, они хотят начать переговоры. Зачем они хотят сесть за стол переговоров. Вот смотрите, как вот встречаться, выходит командующий там Люфтваффе немецкая и говорит, значит, Германии, да? товарищи, будем бомбить Петербург и Калининград, если Россия нападет на страны НАТО. Да. То есть это, конечно, риторика повышается достаточно. Это, конечно, Александр, это просто на сегодняшний день, я прочитал эту фразу, я сначала подумал, может, это, знаете, кто-то там ошибся, потому что он четко сказал, это же военный, он говорит, мы будем Калининград, Петербург, мы будем бомбить Россию. Мы готовы, то есть мы уже готовы. Ничего себе. Тут пытались разрулить ситуацию с этим танкером, который с камерунским флагом шел с российской нефтью, и британцы его захватили. Да? То есть как там быть? Потому что, захватили вы танкер, хорошо. А что делать с этим бензином, с этой нефтью, которая там, извините, есть? Зеленский требует конфисковать, продать и вернуть деньги на Украину. Понятно, ему шел ограбить. А британцы же понимают, что это же есть собственник этой нефти. То есть шоу было, все хорошо, а есть собственник нефти. Как с ней быть? В Британии страховая компания Lloyd и ее партнеры, они до сих пор думают, что делать с Северным потоком. Там обсуждают тему, а может быть, можно восстановить Северный поток, 2 года, 3 года. То есть есть очень такие вязкие темы, и тут, выходит один из руководителей армии, Германии и говорит, мы готовы бить Россию, мы готовы, бомбить Калининград и так далее, и так дальше. Ничего себе, вот это эскалация, вот это когда человек выходит такой, мы, немцы, готовы к войне с Россией. И не к 30-му году, как они говорили, к 30-му году, понятно, почему 30-й год, потому что в России выборы очередные, тем более очередные кого?
президента Российской Федерации. Понятно, они себя выстроили, они экономику, значит, вкладывая деньги в экономику Европы, в ВПК Европы. И тут такое заявление. О каких переговорах? Какие переговоры могут быть с Европой, если там грозят войной? Не будет никаких переговоров. Все это вот пошумели, поговорили, на этом закончится. Так, друзья, подведем итоги нашего опроса и перейдем к вашим вопросам. Возможен ли бунт в Украине? 10% в Киеве нет, а где-то еще, неважно. 21% да, народ закипает. 31% нет, у Зеленского все схвачено. И 38% если Запад поддержит деньгами. Вот такие у нас результаты. Что скажете, Василий Дмитриевич? Я вам скажу, ну, видите, люди активные, это здорово, что они, значит, определяются, но мне кажется, что деньги играют роль, во-первых, в любой такой организации, таких процессов больших. Но, во-первых, деньги есть не только в Европе, деньги есть и в других странах. Это первый часть ответа. А второй, кроме денег еще нужны организаторы. Нужно цель поставить себе, значит, организовать этот процесс. И тогда бунт может быть и достаточно быстрый. Я просто не уверен, что бунт будет, скажем, без крови. Вот это я боюсь, что бунт будет, и бунт будет на крови. Да, переходим к вашим вопросам. Пишите, пожалуйста, в чат трансляции. Пока давайте с сообществом поработаем. Так, вот такой вопрос от Юлии. Расскажите, пожалуйста, о своем личном участии в событиях на Майдане в 2014 году. Конечно, я был противник Майдана, как и всех Майданов. Это, во-первых, я понимал прекрасно, что к чему это ведет, и с 2004 года, поэтому, конечно же, я не поддерживал Майдан и не мог поддерживать. Вот. И, к сожалению, Майдан завершился тем, чем он завершился. А где я был? В то время я был чиновником, я работал в администрации президента Украины. Угу. Следующий вопрос. Лина Вострилова. Вульгарные варвары имеют право искажать историю и деформировать культуру. Состояние общества таково, что действия варваров или не замечаются, или принимаются. Какой у этого диагноз? Варваров, наша уважаемая... Лина. А? Лина. Лена, да? Кого она имеет в виду, варваров, не знаю, но, знаете, варвары, если есть варвары, есть и белые пушистые, скажем, как бы граждане, но если мы говорим о Риме, о вот этих вещах, к сожалению, сейчас, например, если говорить конкретно власти на Украине, то она хуже варваров, потому что она просто ворует не в себя даже. Угу. Александр Леонов. Вопрос Василию. Министр обороны Израиля заявил, когда Трамп летел над Атлантикой на Г-7, если Иран атакует Израиль из-за событий в Ливане, мы нанесем по нему всей мощью удар и наглядно продемонстрируем разницу в наших возможностях. Интересно ваше мнение по формулировке. Продемонстрируем разницу в возможностях. Это он на ядерку намекает? Интересно ваше мнение. Спасибо. Да, это однозначно повышение ставок, это однозначно позиция, ну, позиция не только его, а и позиция премьер-министра и в целом пока что политического класса Израиля в том, что жестко, чем жестче мы атакуем Ливан, чем жестче мы атакуем Иран, тем это нам принесет успех, потому что это война для израильтян экзистенциальная. Так считает правительство Нетаньяху. Конкретно это заявление говорит вот о чем. Да, я так перевожу на свой язык, как говорят в Израиле. У нас нету ядерного оружия, но если нужно будет, мы его применим. Так, следующий вопрос. Так что такое упало на Лавру, если не показали место взрыва, а лишь привезенные останки шахеда на чистой плитке, которых кругом валяется множество? Есть видео с камер с Киева о вылете приземления старого американского ПЗРК. Евгений интересуется. Я согласен, Евгений, с вами. У меня нет четкого ответа на то, что упало на Лавру, потому что видео это и другие фото и видео я видел.
Другое дело, что сейчас, ну, это нереально сделать какую-то экспертизу и указать точно, а что же было там. Потому что экспертиза будет проводиться только теми странами, которые захотят скрыть правду. На мой взгляд, это был поджог. Вот, на мой взгляд, это была операция поджога крыши на Лавре. Она координировалась, она обеспечивалась, и, значит, благодаря этому не пострадали колокольни, ну и многое другое. Мгм. Ну, смотрите, там место прилета как бы вроде показали. Ну, там И дырку в этом. дырка, да, То да, есть, да. вот, как бы вроде как Ну, ударился, дыр- летел, ударился. Правильно. Ну, дырка же может быть такое, знаете, Саша, когда дырка, мы видели много раз, когда ракета падает или что-то от ракеты падает, оно просто там застревает или просто делает дырку и все. Не обязательно снаряд, который взорвался, не обязательно это должно гореть после него. А вот по тому, как горело, вот почему у меня такая версия, я говорю, я не навязываю никому, потому как горело, оно горело в каких-то определенных местах. Вот отсюда я сказал, что это был устроенный пожар. Петр, вопрос Василий в стиле идущего сейчас чемпионата мира по футболу. Сегодняшний удар России по Киеву – это гол, штанга, вратарь взял или мимо ворот, и мяч улетает к зрителям. Ну, давайте, вратарь взял. То есть это, это удар, но это не гол. Потому что, ну, я уже, значит, в анализе, который я говорил раньше, Саша, я дал свою оценку вот подобного рода ударам. Я считаю, что такие удары, они ничего не несут за собой, и они должны прекратиться, причем с обеих сторон. Дэн, уже никому ничего не важно, куда что летит и что там где упало. Это здание, упала ракета ПВО или Герань, или люди погибают каждый день. Я бы за здание не отдал бы ни одного любимого человека. Не погибли люди, уже хорошо. Согласны? Ну, каждая человеческая жертва, безусловно, это жертва, но в данной ситуации это не просто здание, это дом, в котором люди молились, молятся и, надеюсь, будут молиться. То есть это такое сакральное место, реальное место для паломничества, для христиан. А касательно, дам более глубокий ответ, более четкий на вашу логику и на ваш вопрос. Я за то, чтобы прямо сегодня или лучше в ближайшее время Украина и Россия заключили мирное соглашение. Война должна закончиться. Да, значит, поехали. Переходим в чат трансляции. Тут вот такие вопросы от пользователя. Вопрос. У Александра на канале были люди, которые говорили, что России Прибалтика не нужна. Вы согласны с тем, что Россия не будет забирать Прибалтику, или у вас другое мнение на этот счет? Как вы себе это видите? Конечно же, Россия не будет забирать Прибалтику. Почему я вот так уверен? Потому что я внимательно слушаю заявления, публичные заявления официальных лиц Российской Федерации. Я ни разу не слышал от кого-либо, я уже не говорю от президента России, да, или там советников, или министра иностранных дел, что у России есть, у кого-то в России есть цель забрать Прибалтику. У России есть столько территорий своих, дай бог освоить. Другое дело политически, Россия, конечно, многие люди в России говорят, что им нужны соседи дружественные, а не вот те, которые сейчас управляют, не тот режим, который управляет Эстонией, Литвой и Латвией. Это другое дело, да. Ну, как Россия найдет, чем ответить и когда ответить. Ну, как говорится, вопрос не на мою зарплату. Жанет Бачурина, здравствуйте. Это важно. Когда началась война в Германии, все было в украинских флагах, и люди многие ненавидели Путина. Сейчас все так устали от войны и беженцев, что ненавидят Путина за слабость. Ваш комментарий по этому поводу. Знаете, я не могу ответить за все российское общество. В России есть разные настроения, и есть люди, которые критикуют нынешнюю власть, того же Владимира Владимировича критикуют и требуют от него более жестких действий. Есть люди, я даже знаю таких, которые говорят, утверждают, что необходимо применить ядерное оружие, тактическое, над какой-то территорией. Есть и такие взгляды.
у России, у россиян. Но мне кажется, что на то в России и власть есть, кстати, законная власть, да, которую поддерживает большинство людей, и, значит, эта власть ответственна, и они не принимают безответственные решения. Мгм. Вот такой вопрос от Сергея. Понимает ли Зеленский и его окружение, что после того, как Украина будет, ну, не будет наносить ущерб России, для Запада интерес финансировать Украину сразу же пропадет? Нет, ничего подобного. Это нынешний момент, нынешняя ситуация, когда глобалисты, то есть это люди не только те, которые управляют Европой нынешней, да, а и та часть, которая проиграла выборы в Соединенных Штатах Америки, вот они объединенные, они вложились деньгами. И они будут вкладываться деньгами, пока не увидят либо выход, да, получить прибыль гораздо большую на чем-то другом, например, на строительстве, восстановлении Украины, строительстве зданий, сооружений. Вот, это, этот вариант. Или второй, это пока их кто-то не напугает. Мгм. То есть они не получат, они не увидят риски, которые заставят их отказаться от этой политики, от этих вложений. Так, да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний эфир, за то, что поставляете свои вопросы, за то, что участвуете. Вживую поговорили с Василием Вакаровым о таких очень и очень волнующих событиях. Ну и в финале я точку поставлю. Так что все с Ираном закончит Трамп. Выдохнем хоть в одном регионе. Он только что написал у себя в Truth Social, что открывает Ормузский пролив, корабли пошли, нефть идет, рынки реагируют, класс, все как всегда, все пошло в рост. Александр, я пессимист в этом плане. Я пессимист в том, что с Ираном мир и все закончено. К сожалению, это мое мнение, но я пессимист. Василий Вакаров был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Все будьте здоровы. Берегите